Всем привет-привет! Сегодня мы продолжаем мастер-класс по игрушке-искалке. Как я вам и обещала, в этом видео я вам покажу, как сделать планшет-шуршалку и мячик-пищалка. Для начала на этот планшетик мы пришиваем пуговицы. Значит, выкраиваем сердечко и пришиваем пуговицы так, чтобы у нас они были не близко к краю. То есть, если мы пришьем очень близко к краю, потом нам нужно будет пришить это сердечко на подложку, и мы этого сделать не сможем, потому что нам будут мешать пуговицы. Поэтому мы пришиваем подальше от края. Напомню, что пуговицы у нас здесь точно такие же, какие в животике мы положили медвежонку. Чтобы ребенку мы попросили, например, найти замочек, он перебирает пальчиками гранулят и находит точно такой же замочек, который в пузике у медвежонка. Итак, приступим. Я беру нитку в цвет фетра для того, чтобы сильно не менять. Кто-то может взять нитки в тон каждой пуговки. Я использую иголку с дужком для слабовидящих. Она берется и вот так вот очень легко и просто. Оп, щелчок, слышали, да? И все, нитка вставлена в иголку. Завязываем узелочек. Я делаю двойную нитку. Пуговки, которые плоские, вот такие вот, например, деревянные, их можно пришить на машинке, что ускорит вашу работу. Я буду пришивать вручную. Берем одну пуговицу и пришиваем. Не отрывая нитки, я ее просто здесь зафиксирую на изнанке. Таким вот образом сделаю узелочек. Еще разочек. Не отрывая нитки, я буду шить следующую пуговицу. Пришьем, например, вот такого петушка. Сильно не натягиваем, чтобы нитка у нас не покоробила фетр, но и при этом не делаем сильно слабо. Берем следующую пуговку. Помним, да, что близко к краю. Вот здесь вот я уже близко к краю сделала, но я думаю, наверное, у меня все-таки получится прошить. Я постараюсь. Но сильно близко к краю старайтесь не делать. То вам будет тяжело пришивать к подложке. Дальше берем следующую пуговку. Вот эту хочу вот сюда пришить. Лучше, конечно, каждую выкладывать для того, чтобы они ровненько все у нас положились, посмотреть. Ну, я думаю, что все будет хорошо. У ниточки остается маленький хвостик, я ее обрезать не буду. Я сейчас возьму вот эту нитку подлиннее, обрежу ее, ставлю ее, оставив небольшой кончик, вот так вот сделаю, и продену между двумя нитками. И тогда у меня получится нитка длинная, и не нужно будет делать много узелков и закреплений. Ну и в целях экономии нитки. Вот так вот у меня получилось, видите, вообще не видно сцепление. Иголку вытаскиваю, два кончика вместе совмещаю и продеваю теперь две нитки сразу. Все, и продолжаем шить. Теперь у нас опять длинная нитка. Сильно длинную, конечно, нитку я не рекомендую делать, потому что нитки путаются. Пару узелков сделали, берем следующую. Переходим к следующей пуговке.
Ну, рядом с ключиком можно будет пришить замочек. Это у нас бусинка. Вот такая вот. Видите, она у меня толстая. Я ее поэтому ближе к середине, для того, чтобы она мне не помешала прошивать к подложке деталь. Осталось пришить мне бусинку такую еще и бабочку. Вот сюда я расположу бабочку. В принципе, получилось довольно-таки неплохо. Можно было, конечно, бы чуть-чуть сместить, но я думаю, нормально. Пришиваем дальше. Чуть-чуть подтягиваем, чтобы бусинка не болталась, но в то же время подтягиваем так, чтобы у нас не корежился фетр. И пришиваем бабочку. Бабочку мы пришиваем вот сюда. Вот эту бусинку можно было вот сюда немножечко сместить, но я думаю, не критично. Конечно, при пришивании каждой пуговки я рекомендую поставить пуговки и посмотреть ее расположение, чтобы у вас все было одинаково, ровненько, и тогда будет очень красиво смотреться. И обрезаем, вставляем маленькую ниточку. Далее берем подложку, репсовую ленту. Я возьму вот такого цвета, мне она нравится. Репсовую ленту для того, чтобы мы могли ее мишки там, например, в ручку положить, либо на шейку одеть, чтобы не потерялась у нас. Примерно вот такого размера я ее оставлю и пришиваем, при этом вкладывая вовнутрь шуршащую бумагу. Я отрезаю на глаз, и вы можете вымерить сантиметров 10. Обязательно концы подпаливаем. Мы берем шуршащую бумагу, я ее прикладываю к изнанке. Вот так вот углы срежу маленько побольше, для того, чтобы у меня не попала бумага в шов, чтобы ее было не видно. Вот видно, да, надеюсь. Вырезаем по контуру. Вот так получилось. Прикладываем на нашу подложку, оставляя буквально 1-2 мм для того, чтобы мы вырезали чуть больше, чтобы у нас был контраст. Либо мы будем фигурными ножницами вырезать, либо мы будем обычными ножницами. Подкладываем вот сюда нашу репсовую ленту, либо просто ленточку можете взять атласную. Это прикладываем, и 1 мм от края мы прошиваем. Можно посадить на клей для того, чтобы бумага не сдвигалась. Можно наживулить. Вот что у нас получилось. Прошивала я лицевую сторону, брала в тон верхнего фетра, нижнюю часть я прошивала в тон фетра подложки. Вот так вот. Сейчас мы прячем нитки. Теперь берем ножницы и подрезаем 1 мм от края. Можно взять обычные ножницы. Я возьму ножницы зигзаг, вот такие вот, и подрезаю 1 мм от края. Ножницы я покупала на AliExpress. Ножницы режут очень хорошо. Рекомендую. Ссылку я вам оставлю в описании. Если хотите, можете тоже купить. Стоят они недорого. Доставка была быстро. Вот такой планшетик у нас получился. И он у нас шуршалка, как вы слышите. Все, мы можем на нашу игрушку искалку одеть на шейку, чтобы не потерялась, либо на лапку. Дальше мы с вами шьем мячик-пищалку. Берем детальки, выкраиваем. И шить мы будем тоже вручную. Я пробовала шить на машинке, но мне не понравилось. Нитку я возьму темно-синюю в тон вот наших этих деталек. Вот возьмем вот такую нитку, отрежем и берем 2 детальки. Вот так вот прячем сначала узелок на изнанку. И вот так вот я сшиваю. Я не знаю, как называется правильно этот шов, я не профессиональная швея. И стараюсь выдержать одинаковое расстояние между стежками, при этом подтягивая нитку, чтобы у нас было красиво. Пищалки я покупала тоже на AliExpress. Ссылку я вам также оставлю в описании.
Подтягиваем ниточку хорошо, чтобы у нас вот эта вот прям нитка шла по краешку. Раздвигаем, разъединяем. Возьмем следующую часть, переворачиваем и также ее прошиваем. Так у нас получается. Берем следующую деталь. Теперь нам надо соединить вот эти две части, но перед тем, как мы будем соединять, нам нужно померить нашу пищалку. Мы ее примеряем. Все, она у нас подходит. Вот таким вот образом она подходит. Теперь мы зашиваем сразу же, потому что потом мы ее уже положить туда не сможем. Все наши уголочки, чтобы она у нас поместилась. Если не помещается, если у вас пищалка большего диаметра, можете выкроить тогда 6 лепестков, не 5, а 6 лепестков выкроите, тогда у вас будет больше места внутри для пищалки. Я ставлю так. Получился мячик, он у нас пищит. Нам надо также вшить шляпную резинку, это сантиметров где-то 8, может быть 10. В конце обязательно опалить. Нам нужно сейчас будет поставить мишке люверс. Вот сюда обязательно. Аккуратненько делаем дырочку, чтобы не повредить наш шов. Вот так вот там. Вставляем люверс. Я поставлю вот черный. Вставляем нашу резинку, завязываем узелок, обязательно, чтобы у нас резинка не вытянулась. Я распорола и добавила еще 3 вот этих вот штучки. Наполнила я немножко синтепоном, то есть когда полностью шила, я вставила пищалку и через вот это отверстие я туда вставила синтепон, то есть вот так вот аккуратненько, чтобы пищалку не повредить, я сделала немножечко объем. Одно уже колечко пришила, второе хочу показать вам, как я пришивала его для того, чтобы был красивый шов. Также еще вам рекомендую вот эту часть делать не сюда в середину, а между швами. И между швами посередине здесь, либо я вот здесь вот с краешку сделала, потому что здесь она будет торчать некрасиво. И когда будете прошивать, сделать один шов между двумя этими резиночками, для того, чтобы уже резинка однозначно оттуда не выпала. Сейчас я вам покажу, как я прошивала вот кружочек. Выводим нитку вот так снизу, ее продеваем. Вставляем туда же, откуда шла нитка, и переводим ее на следующую детальку. Вот таким вот образом. И затягиваем. Также вот сюда ее делаем. То есть получается в каждую детальку по одному стежку идет. Вот так. Также выводим аккуратненько, затягиваем. И тогда у нас будет красивый аккуратный шов. Можно сделать вот так вот, либо вот так вот она вышла, либо можно вот таким вот образом воткнуть и сразу же вот сюда, то есть в кружочек иголку вы вставили, и сюда сразу же пропускать в следующую детальку, примерно делаем посередине, вот
так вот. Затягиваем. И у нас получается красивый аккуратный шовчик. Точно так же сюда. Поправляем, если что-то вдруг вылезло, чтобы ничего не торчало, чтобы у нас все было красиво, аккуратно. Подтягиваем. Мячик я шила из жесткого фетра. Можно сшить его из мягкого фетра. Если у вас такой имеется, то тогда, конечно, форму будет делать покрасивее. Не будет таких сильных заломов, будет более такой красивый мячик. Вот и все. Возвращаю сюда иголочку, затягиваю. И прячем нитку. Вот такой у нас получился замечательный мячик. Мячик-пищалка. И прячем между слоями узелок. Обрезаем нитку. Натягиваем ее немножко, врезаем, нитка сразу же прячется. Вот такой вот получился мячик. Ручку пристегиваем, если она у вас на пуговке. Вот такая замечательная у нас получилась игрушка. Планшетик-шуршалка, мячик-пищалка. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вас ждет много нового и интересного. До новых встреч. Пока-пока.